С Новым годом! Это канал Неместный, и с вами Константин. Аделина. И сегодня мы покажем вам фестиваль, который вы, возможно, еще никогда не видели, а может быть и сами участвовали в нем. И это фестиваль кофе в Батуми. Да, сегодня будет очень классный, очень вкусный выпуск, так что берите что-нибудь повкуснее, например, кофе, чай, какую-нибудь вкусняшку и начинаем. За наступивший! Мне кажется, это тот самый фестиваль, который я ждала больше всего. И начинаем мы с кафе, которое называется Симон. Здесь нам в рамках фестиваля подали сет. Это кофе капучино с сиропом. Здесь нет матча, здесь сироп именно дает вот такой вот оттенок кофе. Также там была пенка из взбитых сливок, но она уже растаяла. И меренговый рулет с ягодами. В каждом кафе свой фестивальный сет. Везде ли будет кофе, наверное, да. Мы с вами узнаем. Мне уже прям не терпится это попробовать. Он горячий. Сладкий. А вот вкус сиропа я понять не могу. Может быть, Константин поймет, какой у него вкус. Не знаю, не понимаю. Какой-то травянистый чуть-чуть. Во всех заведениях разные будут у нас десерты. Я прям в предвкушении, потому что, смотрите, ну, там очень много всего. Здесь у нас какие-то ягодные, какие-то вот такие прослойки. Здесь у нас и, как называется, бизе. Короче, не разбираюсь в этих десертах. Попробую лучше. Как минимум свежий, очень нежный. Мы раньше часто были в Доне, и там уже поднаели эти десерты. А здесь, ну, здорово. Сверху еще, смотрите, виноградинки и мандаринка, ломтик. Начало неплохое. Угу. Кофе. Я подумал, что это будет какое-то непонятно что, но нет, кофе есть кофе. Кофе прям такой сладкий. Сладкий капучино. Я не пью сладкий. На будущее надо просить, хотя как, если это авторские напитки, да, не сластить. Ну, в общем, окей. Пробуем. Какой он нежный. Вилка прям вот в этом безе просто проваливается. Ну, он свежайший, конечно, да. Здесь для сетов фестивальных, я думаю, что они заинтересованы в том, что было все свежее. Я обожаю, когда в таких десертах есть кислинка. И именно когда она добавляется за счет свежих фруктов. И вот здесь как раз-таки ягоды. И вот за счет этих ягод, может быть, варенье. В общем, именно за счет них такая вот приятная кислинка, свежая. Десерт не приторный, не чересчур сладкий, а он такой очень приятный баланс. Кисловато-сладкий. Что же нас дальше ждет? Вот нам подсказали сироп Блю Курасау, как раз таки, видите, какой очень яркий сироп. Он дает сладость напитку и такой вот необычный оттенок. Было даже ощущение у меня, что это матча, но оказалось нет, это капучино вот с таким сиропом. Мы вышли из первой кофейни, и какие у нас оценки? Мы решили по каждому заведению ставить свои личные такие маленькие оценки. Они складываются из двух критериев. Первое – это понравилось ли нам вообще, что там было, кофе и десерт. Именно сет. Именно сет, да. И второе – это атмосфера в кофейне. Все-таки, наверное, своим атмосферой, своим интерьером должны завлекать тоже людей, чтобы было приятно посидеть. Лично моя оценка за еду, вот за все, за сет 5, мне все очень понравилось. Даже несмотря на сладкий кофе, но все было классно. За интерьер все-таки 3,5, потому что, во-первых, мы сидели на таких как барных столиках. Это больше похоже было на бар. Ну, то есть не очень комфортно было сидеть, вставать. А также столиков, просто нет, еще недостроено здание. Я думаю, что через пару месяцев, через несколько месяцев начнет работать в полную меру, но пока вот так вот. Мне очень понравился десерт. Это свежий, это приятный, правильно сделанный меренговый рулет. А что касаемо авторского напитка, вот здесь мне сложно
его оценивать, просто потому что я не люблю сладкие напитки. Здесь это авторский напиток, мы вам показали, да, сироп, который добавляют в капучино для того, чтобы он приобрел такой необычный, интересный оттенок. И этот сироп, он, безусловно, сладкий. Так вот, так как я просто сама по себе не люблю сладкие напитки, для меня я не смогла его допить. Но сладкое со сладким. Это исключительно моя вкусовщина. Знаю, что многие пьют сладкий кофе. Так вот, что касаемо атмосферы, мне понравилось. И я люблю вот такие камерные места. Мне нравится как на большое количество посадочных мест, так и вот такие вот маленькие, просто посидеть за барной стойкой. Поэтому моя оценка за сет 5 за меренговый рулет и 4 за... Среднюю, 4,5 получается. 4,5, да, за сет. А за атмосферу я поставлю, наверное, все-таки 4,5. Средняя оценка, вот сейчас вы здесь увидите. После каждого заведения она будет, и в конце будет итог. Я уже не знаю, что нам ожидать дальше, если честно, потому что уже вот первое место, и они удивили напитком, да, как именно подачей, какой он был необычный. И я думаю, что на этом фестивале все кафе приготовят что-то, да, необычное. А мы уже в другом месте, вот так быстро мы перемещаемся, и сейчас мы пришли пробовать кофе в кафе. Bike to Me называется кафе. Да, Bike to Me. Тематика вся связана с велосипедами. Здесь еще аренда велосипедов, говорят, есть. И здесь фестивальный сет. Это капучино, но необычное, вот с маршмеллоу и мандаринкой. И в виде десерта здесь вот такие вот конфеты из граната в шоколаде. У Константина точно такой же то сет. же самое, но нет, у меня немножко, смотрите, вот здесь какой красивый рисунок у Аделины. Елочка. Елочка, а у меня какой-то А динозавр. у тебя елочка ближе Скелет. к Старому Новому году. Это скелет динозавра скорее, смотри, здесь голова, это вот туловище, а здесь какой-то хвост непонятный. А у нас, извините, нет приборов, да? Какие вам приборы еще нужны, Константин? Приборы. А Аркадьевич? чем есть вот это вот Руками, шоколад? конечно же, Руками? конфеты. Конечно, а как ты будешь их Серьезно? есть? Вилочкой? Нет. Палочкой? Давайте. Вот эта штука. Нет. Хотя, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Пробуй. В общем, пробуем, да. Сначала кофе. Наше второе заведение. В первом очень бодрящий кофе был. Прям вообще, я думал, что он такой слабенький. А здесь тоже, я думаю, 2 шота эспрессо тоже есть. А уже вечер, поэтому вот будем скакать. Кофе, много молока. Аделина, не знаю, понравится или нет. Ей больше нравится такой вот поменьше, где сливок и молока. Посмотрим шоколадку. Конфеты. Это довольно вкусный шоколад и со свежестью граната, с соком. Необычное сочетание, но впервые такое пробую. Может быть, это какое-то распространенное блюдо. Мы не гурманы в этом плане, но вкусно. Особенно с кофе будет классно. Сейчас Аделина попробует, заценит, ставит свою оценку. Аделина Эдуардовна. А вообще я бы поспорила с Константином, который сказал, что мы в этом не гурманы. Я точно гурман в сладостях. Абсолютно точно. В них специи профи. Ну и кофе я тоже попробовала очень много, и потому что я его люблю. Так уж вышло, что я в нем мало-мальски, но разбираюсь. О, просто сразу плюс за то, что он не сладкий. Просто. Нам не предложили сахар. Может быть, кто-то любит. Но для меня это просто топ. Я люблю. Лучше без сахара и возможность, чтобы была подсахарить, подсластить, нежели приносят сладкое и типа, пей как хочешь. Пробуем. Так, попробуем, да. Это необычно. Шоколад, причем горький. Я не особо любитель шоколада горького, но вообще не люблю ягоды в шоколаде. Именно в горьком, вот типа вишня в горьком шоколаде обычно нет. Но здесь это так классно сочетается. Яркий кисловато-сладкий гранат и горьковатый шоколад. Мне кажется, если бы здесь был молочный шоколад, это бы вообще не сочеталось, потому что он настолько сладкий, у него нежный вкус. Гранат бы его перебил. Именно такая вот кислинка граната. Но здесь очень хорошо.
Я бы хотел подтвердить, что грузины все-таки умеют из граната выжимать по максимуму. Они куда только его не кладут, и везде получается шедевр. Однозначно. Везде очень хорош он. Везде дополняет, комбинирует, прям, ну, класс. И в салатах, и даже вот здесь, и вообще. И даже в мясных блюдах он очень хороший. Да. Как давно я хотел попробовать именно вот маршмеллоу, которые подрумянены на огне, как где-то в каком-нибудь американском фильме. Там на костре прям их жарят. Ну, попробуй, впервые в жизни пробую это. Нет, это горькое. Очень мягкое. Ну, то есть приятная консистенция, но сверху немножко горчит. Когда разжевал, уже нормально. То есть пойдет. Нет, необычно. Классно, что мы попробовали. Кофе-фест открывает для меня лично новые десерты. Ну что, мы поели чуть-чуть. Хотя там есть нечего было. Не очень понравилось то, что здесь очень маленький десерт. Совсем уж они маленькие. Хотелось бы побольше. Внутри конфеты, но они какие-то совсем маленькие. Какую поставим оценку? Что вообще думаешь? А я возражу Константину, по мне, так этого как раз достаточно. Вот эти вот 3 конфеты, но зато какие, у них необычный вкус. Я вообще пробовала впервые и действительно получила удовольствие. По их размеру вообще оптимальное соотношение. Вот 4-ю я бы уже не съела, вот уже лишнего, потому что уже кажется много. И если расценивать это как просто кофе с десертом, я считаю это прям идеально дополняющий друг друга тандем. Для меня идеально будет, когда подадут Анну Павлову, мой любимый десерт. А пока я ставлю, ну, в целом 4,5 балла от меня, а от Аделины 5. Среднюю вы нашу сейчас увидите на экране. Атмосфера этого заведения 4,5. Здесь гораздо лучше, чем в предыдущем кофейне. Но я думаю, что бывает лучше, поэтому 4,5. За еду вот именно из-за маленького десерта 4,5 тоже. Средняя моя 4,5. Аделине все понравилось, у него 2 пятерки. Я поставлю за атмосферу тоже 5. Эта кофейня находится недалеко от парка Леха и Качинский. Кому интересно. Леха и Марии Качинский. Леха и Марии Качинский. Кому интересно, у нас есть выпуск, вот здесь он сейчас будет, там, где парки Батуми мы назвали его. И там мы рассказываем про этот парк, очень интересный. Поэтому мы перемещаемся дальше. Следующее место. А куда мы еще не знаем. Как вы думаете, куда я сейчас иду? И куда я пришел? Ого, здесь же Аделина сидит. А где мы находимся? Смотрите, как красиво. Такое новогоднее настроение. Это супер. Обожаю такие места, когда есть, пусть такой небольшой, но, например, 2-й этаж. В виде вот такого балкончика, мне кажется, это очень вообще уютно и атмосферно. Да, вот там он готовит кофе. И ощущение, вот прям такое все говорит, конечно же, о празднике. Ау. В общем, мы такие не выспавшиеся, ну, по крайней мере, я. Знаете почему? Потому что очень хороший кофе был вчера. Никогда не пейте, ну ладно, это я про себя говорю, что больше никогда не пил кофе во второй половине дня, особенно в 5 вечера. Мы вчера уже ближе к вечеру пришли в кафе Back to Me. И, представляете, выпили капучино. Я думал, что он с молоком такой легкий Или будет. раф. Капучино сказали. И вот, и с молоком, и там, ну, наверное, 2 эспрессо были, да. И вот обычно мы в 11 часов так ложимся, с 11-12 засыпаем. И я до 2 часов практически не мог уснуть, что бы я там ни пытался. Ну, в общем, очень сильный кофе, бодрящий. Это, наверное, очень хорошо. Спасибо. Нам уже принесли кое-что. Так вот, я закончу свою мысль, то что... напишите, может быть, у кого-то по-другому все происходит. Почему люди пьют, например, там где-то в Европе кофе вечером могут за ужином выпить. Может быть, там маленькая доза, может быть. Мы выпили 2 шота эспрессо было в большом капучино. В общем, напишите, кто как реагирует на кофе.
А нам уже принесли кое-что. Мы находимся в кафе, как называется? Мы находимся в кофейне Кап Кафе. Да, в старой части города. Давайте посмотрим, что нам принесли. Но по виду это очень красиво. Ну что ж, приступаем. Нам принесли вот такой вот большой напиток. Смотрите, вот моя рука. Он прям большой. И это елочка, да? Здесь Да. тоже елочка, как в прошлом кафе, кофейне. Здесь, да, такой. Какие твои ожидания? Вообще, мне очень нравится задумка этого напитка, потому что это латте на банановом молоке с добавлением шоколадного сиропа. Сочетание, мне кажется, вообще классическое и просто беспроигрышное. Банан с шоколадом. Будем пробовать. И принесли также пирог. Это шоколадно-ореховый пирог с соленой, а не Нет, соленой, не соленый, домашней карамели, домашний да. карамель, посмотрите. Простите, домашней карамели. А может, так и соленый будет? Кто знает, для усиления вкуса. И кусочек. А зачем кусочек апельсина, чтобы Ну, лить на него? вероятно, да, покапать, чтобы был вот этот приятный привкус цитруса. Надо пробовать, прям очень хочется, уже все это выглядит очень аппетитно. Катерина пробует латте. Это банан. А вот я попробовал, вот уже немножко, и понял, то, что там какой-то мед как будто бы есть. Это банановое молоко, пенка из бананового молока. А ты меда не чувствуешь вообще? И нет, это именно привкус такой банана. Просто банан, вот характерный его привкус. Тебе нравится? Очень нежное. Здесь латте все-таки сладкий за счет сиропа шоколадного. Но я попросила положить мне сиропа поменьше. У Константина стандартный латте с шоколадным Предлагаю сиропом. тост за фест. Пробуем теперь кекс, пирог. Похож на брауни по текстуре. Ярко чувствуется орех, чувствуется шоколад, карамель чувствуется в меньшей степени. Чем-то похож, да, на брауни похоже, просто в брауни еще и влажность вот эта вот есть. А теперь давайте я попробую полить его. Я не знаю, может быть, это делается не так. Ну-ка напишите-ка этому человеку, что она неправильно делает. А сочетается прикольно. Угу. А вы почему до сих пор ничего не взяли покушать? Вы же видите, какой классный, вкусный выпуск. То, что берите чай, например, или кофе наливайте. Потому что дальше тоже будет много еды. Ну, Не впечатление. могу остановиться. Тебе нравится? Всё, да. А Это вкуснее прям, с это апельсином? кекс. Нет, апельсин не такой у него яркий вкус, он какой-то более безвкусный. Просто вот этот цедр дает необычный привкус. Это прям хороший, мне нравится, да. А мне все равно кажется, что там какой-то, как будто вот медовый привкус, когда мед с водой разбавляете. Такой привкус, ну вот такой Не четкий. разбавляйте, ты правда думаешь, что люди мед с водой разбавляют? Нет, когда вот, например, кто-то разбавляет. Я спалился, что я разбавляю. Ну, в общем, вот как-то не очень мне. Слишком сладкий, что ли, я не знаю, что-то. Это банан. Ну, может быть. Но мне вот этот брауни, не брауни, пирожное нравится. Да, нормально. Мгм. Достойный десерт. Вообще во всех заведениях, где мы были, очень хорошо делают десерты. Прям очень хорошо. Ни в коем случае не старые, не какие-то там черствые. Нет, прям очень хорошо. Всем приятного аппетита. Ну, наше впечатление Аделина начнет. Я поставлю этому фестивальному сету 5 баллов. И атмосфере я также поставлю 5, потому что здесь уютно, здесь классная атмосфера Рождества, Нового года. Здесь очень приветливый персонал, и в целом мне понравилось. То есть у тебя 5? Да. А я бы поставил 4,5. Ну, это в совокупности, потому что все-таки, смотрите, я вот немножко не допил. Мне кажется, как там привкус медовый какой-то. Я не знаю почему. Ну, как будто бы это банан, но мед. Поэтому 4,5. Потихоньку идем к следующему месту, но я думаю, это будет завтра, а может быть не завтра, вы увидите. Да, мы в новом месте. Называется 1997. Не знаю, может быть день рождения чей-то, год рождения. Кто родился в этот год, напишите в комментарии обязательно. А тут смотрите, какая красота уже нас ожидает.
Вот, Аделина, я про тебя. Какая красота нас ожидает. Только не ешьте меня, пожалуйста. А что у нас за фестивальный сет в кафе 1997? Смотрите, у нас здесь какао «Один дома». Почему так называется, не знаю. «Один дома». С каемкой из сгущенки и какао-порошка. Классно. То есть, когда вы губами прикасаетесь, вы будете чувствовать сгущенку, какао-порошок. И что это такое? Ну, вы, наверное, догадались, что это такое. Похоже, это шарлотка. Она, говорят, с соленой карамелью. Но выглядит прям прекрасно. Очень аппетитно. У Аделины тоже не менее аппетитно. А почему в этот раз без кофе, а с какао? Ну, вы, наверное, видите, что там уже темно за окном. Вот. Мы говорим сегодня чуть-чуть потише, потому что здесь наверху проводится какое-то мероприятие. Сейчас я вам покажу. Там с таким оборудованием. Это камера, и там люди сидят, что-то обсуждают. И, по-моему, это вот в кафе. Поэтому мы ставим еще оценку за атмосферу, что кофейня должна быть такая, что ты приходишь и не напрягаешься, ты спокойно можешь разговаривать с кем-то, там, делиться чем-то, каким-то полезной информацией и параллельно еще что-то пить. Это вообще круто. Когда много места, здесь очень много места, здесь такой интерьер прикольный, мне нравится. Смотрите, там сзади вот такая вот какая-то штука такая, там что-то висит. Там еще кот есть, мы сейчас вам покажем. Кот, который лежит и лениво отдыхает на своем стульчике. Я хочу пить какао и есть шарлотку. Можно, пожалуйста? Пожалуйста. Перестаньте показывать все вокруг, покажите мое какао. Давайте начинаем. Аделина пробует такой вот «Один дома» с какао-порошком, с вареной сгущенкой. Ну как? Уже чуть-чуть подостыл. Уже? Ну да, это какао, это не горячий шоколад, поэтому вкус не такой яркий, как у шоколада. Вкус какао. А сгущенку я, ну вот так, чтобы сильно не чувствую. Чуть-чуть она. А там просто окунают, скорее всего, так Да. раз. А вот теперь раз. давайте пробовать шарлотку. Яблочный пирог, шарлотка с соленой карамелью. Угу. Соленая карамель придает вкуса, усиливает вкус, насколько я знаю. Аделине вообще очень нравится и шарлотка, и соленая карамель. Приятный вкус. Вот то, что полили соленой карамелью. Вы знаете, тут сразу сделала блюдо. Обыграла так, что ощущается это очень приятно. Шарлотка не сухая, но яблок здесь поменьше. Я люблю прям, когда очень много яблок. И вообще Все яблоки у меня, вот, смотрите. ну, очень видимо, много да. их. Я делаю шарлотку просто на, не знаю, 100 из 10 баллов. Мне кажется, у меня лучшая шарлотка, самая вкусная в мире. Но пробовала ее только моя мама. Но я люблю делать, когда очень много яблок. Вот, здесь поменьше яблок. Угу. Не моя, но в целом мне нравится. Она не сухая. Да, такой как кекс почему-то. Как кекс. Напоминает даже не пирог какой, вот свой пирог, какой он должен быть, а манник чуть-чуть напоминает. Здесь очень мало вкуса, я не знаю, что это такое. Но шарлотка прикольная, да, вот именно карамель. Она все выручает, спасает ситуацию карамелька. Неплохо. Ну, то собака пришла смотреть. Это pet-friendly кафе. Ну, там вон кот сидит, и мне кажется, ему не очень-то приятно будет. Он спит. Ну, смотри, вот сейчас собака разбудит его. Вот такой красивый интерьер заведения. Очень много мелких деталей. Смотрите сами, что здесь все к Новому году. Все к Рождеству, к Новому году. Тематика. И что мы здесь видим? А мы здесь видим кота, которому явно не нравится, что здесь собака. Да, Локи. Это Пуля. Пуля? Пуля наша постояшка, а Локи здесь живет. Они дружат? Ну, они здесь в такой на нейтральной позиции. Локи не очень любит собак, мы с тобой бежали, он лучше уличный. А Пулька, она не очень вообще любит контактировать ни с кем. Кроме мужчин, кстати, вот к вам присела. Да, у нас пустой стол, и вот поэтому давайте итог. Да, мы съели, выпили, все. Я поставлю 4 за сет, просто потому что какао для меня был чуть-чуть пустоват.
Может быть, я путаю с горячим шоколадом какао, но для меня какао был пустоват, поэтому 4. То касаемо интерьера, очень классно, но для меня было немножко громко, вот потому что мероприятие наверху, поэтому 4. Моя оценка 4. У меня примерно так же, только я за интерьер поставлю 4,5. Мне нравится. Они подготовились к Рождеству, к Новому году. А это одно из главных условий кофе-феста, насколько я знаю. Ну, и света много. А за сет сам 4. Какао, да, был такой простенький, но, может быть, это то, что какао. А шарлотка хороша. Здорово, что попробовать. Давно ее не ел. Средняя оценка, вот сейчас вы видите где-то на экране. Еще я хочу сказать прям отдельно лайк этому месту за то, что они относятся лояльно к животным. Здесь живет кот. Pet friendly. Вот такое добро. Там, где есть животные, там, где любят животных, где относятся к ним с таким вот уважением и как действительно к своим друзьям, это всегда очень классно. Здесь это чувствуется, и вот сюда вот приятно прийти, еще и за счет вот этой своей атмосферы. Ну и, конечно, очень дружелюбный персонал. Лайк. Переносимся в следующее место. А мы уже сидим с капучино и с штруделем, с мороженым. Мороженое уже тает, надо быстрее начинать есть. Мы пришли в заведение, которое называется Цакли. Многие из вас, наверное, уже узнали это место. Мы здесь были на фестивале супов. Ссылка на выпуск, вот посмотрите. Очень классно, нам здесь все понравилось. Посмотрим, понравится ли фестиваль кофе. Начинаем пробовать. Это очень вкусно, что-то выглядит вообще нереально. Это мороженое, это штрудель, это какая-то вот оливка. Ну и, конечно, красиво оформленный кофе. Это у нас капучино. Капучино. Первый начинает обжора, Аделина. Во-первых, большой объем хочется отметить. Тут, наверное, 350, не меньше. Пряные нотки ты чувствуешь? Корица. Пробуем штрудель. Со специями, с пряностями. Вообще, самый вкусный штрудель готовит моя мама. Сейчас посмотрим, так ли вкусно в Сахле, как готовит моя мама. Простите, я хотела быть беспристрастной, не выдавать никоим образом свои ощущения, пока я не прожую, но я не могу. Это Пока я ем, я глух и нем. сочнейший, это не про меня. Это сочные яблоки без кожуры, конечно же, хотя в некоторых местах бывает с кожурой. Слоеное тесто такое хрустящее, но при этом очень хорошо сочетается с сочными нежными яблоками. С мороженым это просто фантастически. В общем, все. Ты попробовала мороженое? Всем, да, с мороженым прям. Это такой же вкусный, как у мамы, представляете? Ну вот кофе я попробовал уже. Но знаете, это не мое. Вот эти вот пряные какие-то нотки, корица, вот вообще никак. Мне больше нравится такой классический капучино со сливками или латте там с молоком. Он насыщенный, хороший. Смотрим. Ты не то ешь, мне кажется, надо есть штрудель отдельно. Штрудель с мороженым. Ну я вот так вот, да. Вот такой огромный кусочек. Он теплый. Возможно, я что-то давно хороший не ел. Правильный. Вот здесь прям слоеный, но он сжимается, то есть прям так хорошо объемный, но сжимается. Внутри не сухой, внутри с яблоками. А если еще с мороженым немножко охлаждается и еще и с джемом, получается очень круто. Ну, умеют готовить. Вот это никакая не реклама, у нас никто нам не платит за рекламу. Но вкусно, просто вкусно. Мы причем смотрели по меню. Такой штрудель стоит 19 лари. А напомню, что в сете все вместе с кофе стоит 15 лари. Вот респект таким заведениям, которые не экономят, а которые делают именно так, чтобы было все вкусно. От меня вот сразу оценка 5/5. То есть чистая пятерка заведения, атмосфера и еда 5. Давайте посмотрим, спросим, сколько у Аделина. Моя оценка, давайте я сначала доем и объективно уже скажу свою оценку. Давайте. Так, а где же тарелки? Как вы могли заметить, тарелок уже нет, сдержали интригу. На самом деле никакой интриги, конечно же. Я все съела, но это настолько вкусно, и никакой другой оценки, кроме как 5, быть не может.
за сет. Это капучино пряный и штрудель. И, конечно, 5 за атмосферу. Атмосфера здесь вообще в этом месте, а лично мне она нравится вне зависимости от того, украшена здесь украшательство. Есть ли новогодняя атмосфера или нет, мне здесь всегда нравится. Я бы тоже поставил 2 пятерки за атмосферу и за еду. Очень все вкусно, и это, наверное, лучшее заведение пока, где мы были на фестивале кофе. Мы идем в следующее место, да, чтобы вы не думали, мы снимаем в разные дни, разумеется, этот выпуск. Уже несколько дней снимаем, не в один день, поэтому поставьте нам лайк за труды. Подписывайтесь на наши соцсети, вот сейчас здесь будет на экране, потому что сейчас, вот когда вы смотрите этот выпуск, а мы уже находимся в другой стране, представляете? А вот где? Подпишитесь и узнаете. А мы переместились в следующее кафе, и это кафе называется Фридучио. И здесь сегодня фестивальный сет, просто, мне кажется, самый рождественский из всех, который был. Это рождественский кекс с цукатами и цитрусом, а также капучино с сиропом попкорн. Мы еще ничего, естественно, не пробовали. А помните, как мы в прошлых кофейнях зарекались больше никогда не пить кофе в 5 часу? Вот сейчас как раз 5 час, это вообще не работает, не подействовало на нас. Что-то пошло не так, называется. Как обычно, да, нам такие большие стаканы, бокалы принесли капучино. Будем надеяться, что оно не такое крепкое. Но все дело в том, что в сутках всего 24 часа, и, к сожалению, мы не можем уместить все вот вовремя так, чтобы кофе было в первой половине дня. Не получается. Капучино. Ну, в принципе, вы знаете, здесь ничего такого, наверное, нет супер необычного. Капучино есть капучино, да? Да, я не чувствую сироп с попкорном. Сиропа ты не чувствуешь, но и сахара тоже нет. Обычно капучино с молочной пенкой. Хорошо, все хорошо. Вы сейчас, наверное, не слышите? Еще здесь играет, Да, здесь играет рождественская новогодняя музыка. Я так люблю. Для меня это просто вот сразу плюс 100 к атмосфере. Вот кафе этому сразу же ставим высокую оценку за такое вот, смотрите, какое настроение праздника уже. Супер. Пробуем. Ну, что скажешь? Аделина уже искушенный критик наш. Ну, это кекс, но он очень плотный. Он Чёрствый? вроде бы не сухой, не черствый, но очень плотный. Малина, вишня, гранат свежий. Это все очень классно, но жуется так вот сложновато. Ну, я уже сказал, что кофе как кофе. Он везде вкусный. Он здесь прям такой классический. Подавился. Ну, это такой классический ванильный даже, я бы сказал. Сладкий кекс. Да, немножко жестковатый, но, да, по-моему, нормально. И вот опять же, гранатинки. Они здесь тоже в тему. Ешь кекс такой суховатый, попадается гранат на зуб, раскрывается, лопается, все, сразу же сочность. В общем, все нормально, давайте едим. Всем приятного аппетита, кто ест. Ну что, Константин, как ты оценишь фестивальный сет здесь, в Фридучио? Сам фестивальный сет, наверное, 4,5, потому что он может быть немножко посочнее. Атмосфера, я думаю, 5, потому что здесь все говорит о том, что Новый год, праздники, музыка играет, красивые здесь вот украшения висят. И в целом, вот если вы не знаете, это место Фридучио, оно номер 1 в TripAdvisor. А теперь Аделина скажет свое слово. Да, моя оценка 4, просто потому что кекс сухой. Я любитель, наверное, более воздушных текстур, более сочных текстур, более кремовых. Капучино здесь, кофе здесь потрясающий, мы его уже ранее пили, правда, не капучино, а американо. Фестивальный кофе классный. Кстати, попкорн я там не почувствовала тоже. Заявленный, не знаю. Нет, Может не быть, почувствовала. забыли добавить. Может быть, забыли добавить, да. Потому что он должен был ощущаться хоть чуть-чуть. Ну и кекс, который оказался для меня сухим, поэтому оценка 4. За атмосферу оценка 5.
Здесь атмосфера мне нравится всегда, вне зависимости, праздничные это украшено, либо это просто летом мы сюда приходим. Атмосфера здесь всегда такая приятная, необычная, отличается от других заведений. Ну а мы пошли в еще одно место. Вы же не думали, что мы на этом закончим? Нет, мы пошли дальше. Мы уже в другом кафе. Я думаю, это последнее кафе в этом выпуске. Называется оно Дим Кава, кажется, кафе. Здесь не совсем кофейня, тут получается магазин кофе. Оно продает еще не только кофе. Стоят ящики, коробки с кофемашинами. Они специализируются на этом, и кажется, это спонсор этого фестиваля всего. Поэтому обязательно участие именно Дим Кава в этом фестивале. Это наше 7-е по счету. Что нам принесли? Нам принесли капучино. Красиво оформлено, с сердечком от длины. У меня опять какая-то непонятная елочка. Елочки есть, и у меня его длина. Это елочка в снегу. Такой вот. Печенье. Это печенье, десерт в этом заведении. Да, по 2 штучки. Так красиво упаковано. А еще нам дали посмотреть 2 таких фильтр кофе. Я не знал, что это такое. Аделина говорит, что это заваривается. Можно без кофеварки, без кофемашины это сделать. Тут только так нарисовано, да. Фильтр пакеты с кофе. Прикольно, попробуем, что это такое. Но пока по атмосфере здесь, вот здесь вы не видите, там недостроенное, какие-то леса стоят. И вообще вот здесь даже туалета нет, это вообще не кофейня. Посмотрим, как будет кофе. Начинаем пробовать кофе. А почему таким серьезным лицом? Это прям терпкий такой капучино. Серьезная девушка. Это крепкий, хороший капучино. Он не разбавленный молоком, не молочный. Вкус у него кофе чувствуется. Теперь давайте развяжем одну из этих елочек. Все, печенька, новогодняя елочка. Вот так выглядит новогодняя елочка под снегом. Как она будет на вкус, сейчас попробуем. Прошло 2 часа. Не знаю, что сказать. Я не люблю сухое печенье. Оно сухое, но оно шоколадное. Вкус очень яркий. Еще есть кокосом. Если бы оно было помягче, оно было бы очень вкусным. Ну это такой состав. Рассыпчатый. Ну, кокос чувствуется хороший. Да. Вот с кофе, мне кажется, самое то будет. Кто заметил, что я постригся? Напишите в комментариях. По-моему, Я неплохо. тоже постриглась. А кто не заметил, что она постриглась, напишите Я в тоже комментариях. постриглась. Это когда мужчина стрижется, сразу видно. Просто женщина стрижется более разумно и не сбривает себе все вокруг. А вообще я Не все постриглась. женщины. Но мы вот так быстро управились. Перед нами пустые чашки кофе. Смотрите, Аделина так умудрилась аккуратно пить кофе. В чашечке осталось сердечко, видите? Это хороший знак как гадания на кофейне. Гуща, в общем, у нас говорит о том, что у нас все будет хорошо. У вас тоже все будет хорошо. Потому что, почему? Потому что Новый год, потому что гололед, снег идет. Да, желаем вам в наступившем году, конечно же, счастья и как можно больше радостных, ярких моментов. Это, конечно, все, как обычно, так все говорят, но а что делать? На самом деле, самое важное, еще здоровье я бы добавил. Здоровье все-таки, ну, вот, что ни говори, без здоровья ничего вообще не нужно. Здоровье на первом месте для меня лично, для нас. Вот, остальное все будет, и деньги, все это будут. Так что еще раз вам с вас Новым годом, хороших выходных. Если вам выпуск понравился, поставьте лайк. Кофе-фесты, да и вообще любые фесты в Батуми и в Грузии любят, поэтому мы будем еще участвовать, это интересно, открываем новые места. Пока впереди очень много выходных. Посмотрите, зайдите на наш канал. Все ли выпуски вы посмотрели, все ли вам порекомендовались. У нас там очень много интересного. Очень много полезной информации про Батуми. Да, залетаем в этот год с таким вот вкусным выпуском и с большими планами.